Всем привет! Ну, как видите, кошечка вместе с лебедем у нас уже вместе питается. Вот. А также вот такие птички красивые. Это молодежь собралась. И вы видите новую кормушку. А сегодняшний ролик про то, как я эту кормушку делал, в связи с чем ее пришлось сделать. И много всего другого. Котики и лебеди. Все это происходит в Австрии, в Каринтии, на озере Осяхерзее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 детей, 2 взрослых. Ура, все на месте. Не улетел никто никуда. Действительно, мы ждали, какой будет расклад на эту зиму. Улетит стая или не улетит. Но так как снег выпал поздно, у них часы их биологически не сработали, и они все остались. И родители, и дети, и много других. Мы видели семью с 5 птенцами. Ну, в общем, стая осталась на озере. А это значит, что к нам будут приходить зимой вот 2 взрослых и 6 взрослых уже больших детей. И их прокормить обычным способом, как мы, так сказать, с баночки им бросать горошки, уже не получится. Кроме того, если будет холодно зимой, придется их серьезно подкармливать. И вот видите, я в гараже готовлюсь. Это поддон из большого горшка. И там стоят 2 мешка. Это такая серьезная пища для уток и гусей домашних. Рассыпная. Я на пробу взял вот 2 мешка по 5 килограмм. Если они будут есть, если им понравится, тогда возьму уже 25-килограммовые мешки. Итак, вперед. Вот. Естественно, Анфиса, инспектор. Так, теперь надо разобраться. Надо разобраться, как именно приделать вот эту кормушку. Идея была ее ставить на воду, и с этой веревкой, чтобы она с пирса опускалась на воду. И там они могли, соответственно, есть. Вот я прикрепляю вот такую дощечку там, и к ней можно будет цеплять вот эту кормушку на веревке. Большой такой поддон, чтобы они все могли одновременно пользоваться. Посмотрим, как это будет работать. Ой, какая вредина, а? Ой, какая вредина. Она ужасная вредина, это все знают. Итак, я попробую опустить на воду вот эту кормушку, насыпать, соответственно, там кукуруза, пшеница, такая смесь. И посмотрим, насколько им все это понравится. Другой вариант — ставить вот этот поддон на сам пирс. Но вот смотрите, они тут проверяют. Сейчас осталось принести банку, набрать из мешка, сделать там микс. Там 2 вида, один гранулы какие-то, другой вот кукуруза. Я еще не пробовал, как им понравится, не знаю. Сейчас попробую. А так, идея, то есть достал, насыпал, поставил. Можно насыпать прямо так, можно помыть. Чтобы была возможность как-то нормально им все это организовать. Смотрите, я насыпал, по цвету видно, что кукуруза, такая кукурузная смесь. Взрослые пробуют, взрослые. Хвостом помахал, вроде так съедобно, понравилось. Смотрите, тут они еще гоняли. Вот сейчас они приплывают полным составом, 6 детей и 2 взрослых, и уже не гоняют родителей детей. То есть они на зиму решили как бы стаей жить. И тут неожиданный фокус. Вот смотрите, это Анфиска, это просто какая-то оторва абсолютная. То есть мало того, что она заинтересовалась, она попытается спуститься. А это все держится так, она туда лапу поставит, все, готово. То есть я пошел ее шуганул оттуда. То есть она на полном серьезе собралась туда спуститься. Фисочка, ты головой-то думай немножечко, хотя бы. Ладно, посмотрим. Лебеди пока тушуются. Это для них в новинку. Они еще не знают,
Вот, а я терпеливо жду. Мне очень важно ждать результат в итоге. Я попробовал так на воду сыпать, она сразу уходит на дно. Ну там, где мелко можно сыпать. Тут опять шипелки и рычалки. В принципе, то, что просыпается, то, что на дно опускается, они потом все подбирают. Я специально прикрепил кормушку в этой части пирса, потому что тут мелко. Тут они голову опускают и до дна достают. Соответственно, то, что мимо кормушки будет оказываться в воде, она будет тонуть сразу же. Но они все это пособирают. Мы потом увидим, как они прекрасно все это собирают. Вот. А у меня эксперименту мешает наша Анфиса, вот, которая тоже крайне интересуется, что это тут происходит, что вы тут делаете. И ходит. Вот. Ну вот лебедь-то интересуется. Вот. Опять Фиска пошла. Ну что ты с ней поделаешь? Вот так. А ей очень интересно, что там этим насыпали. Обязательно попробовать надо. Фиса! Ну смотрите, что это бестолочь делает. Ёлки-палки. Вот сейчас станет все, она значит в воде. Так, мне придется ее забирать. Вот, лапы мокрые. Ну конечно. То есть мне пришлось ее просто выставить оттуда. Вот. То есть Анфиса вообще безбашенная. В результате я решил, что нет, наверное, на воду оставлять, вот кормушку на воде оставлять будет слишком рискованно. Потому что за Анфисой потом потянется Арчик, который будет повторять. Ну вот смотрите, я просто поставил на пирс. И по высоте им как раз удобно брать, то есть вообще никаких проблем, они будут брать с пирса, вот, подплывают, едят. Вся эта идея, вся эта затея с такой кормушкой им в итоге понравилась. Вот, а первые освоили родители. Вот, они зачерпывают, потом в воде как-то вот что-то там делают, запивают. Но они стали есть с удовольствием. Я обратил внимание, что, в общем-то, им пришлось так хорошо по вкусу. Но это специальная еда как раз вот для уток и гусей. У нас лебеди, в общем-то, чтобы им вдруг не понравилось. Местного производства, это тут в Каринтии делают, фасуют. Вот молодежь стала интересоваться. И молодежь сначала будет подбирать со дна. Вот смотрите, это гоняют их, родители пока гоняют. Вот интересно, но в итоге, когда они поняли, что все остаются зимовать, что все, вот на зимовку, они их перестали гонять, и сейчас они плавают опять вместе, опять как бы объединились в одну большую семью. Ну, что-то им подсказало, наверное, что зимой все-таки надо друг другу помогать, держаться вместе. Смотрите, вот собирает со дна. Как раз то, что попадало, собирает со дна. Детишки пока еще опасаются, понятно. Ну, естественно, потом все будет нормально. То есть затея с кормушкой оказалась такая правильная. И корм, вот два вида корма, один гранулы, другой вот это кукуруза. Гранулы они не очень оценили, гранулы им понравились не очень. Я потом уже заказал 25-килограммовые мешки, кукуруза, вот этот вид. И второй вид я нашел специальные гранулы, опять же, кукурузы, которые им тоже нравятся. То есть у них еще вкусы разные, вот как с горошками, которые мы раньше давали. Вот есть один вид из Германии мы заказываем, им нравится, а другой вид мы заказали чуть поменьше. Ну, вот утки едят, а лебеди вообще не едят. Ну, тут у нас Арченька сидит, штаны греет. Там вся эта компашка. В общем, у нас просто был опыт. Один раз зима застала. Что, по снегу не гуляется тебе, да? Вот, зима застала нас не готовыми к ситуации с лебедями. То есть замерзло озеро,
Вот, снег был везде на берегу, и лебеди остались вообще без еды. Ну, зачем ты идешь навстречу мне? Вот единственное, что у нас было, это хлеб. То есть мы покупали хлеб давали, но это не очень хорошая идея. Ну, вообще мне с ним приходится расходиться буквально вот, ну что ж такое. Вот. И тогда мы вот, да, давали хлеб, у нас просто варианта не было. В этот раз мы решили, в общем-то, подготовиться. И в случае, если опять будет вот такая экстренная ситуация с питанием, чтобы у нас был запас такой нормальной, полноценной пищи для птиц. Вот смотрите, вот молодежь уже со дна собирает. Но обязательно должен будет прийти Арчик. Без него просто никак. Он тоже должен попробовать должен будет. Арченька, дома не кормят, да? Ой-ой-ой, дома не кормят. Ну, конечно, взять, поесть у лебедей немножко, отъесть чуть-чуть. Вот смотрите, то есть кошаки просто подходят и тоже отсюда едят. Вот дома не кормят, и им надо вот эту мелко нарубленную кукурузу. Ну, просто фантастик. На полном серьезе стоит и ест. Кошка. Вот, пойди пойми их вкусы. Вот сейчас интересно будет. То есть, фактически у них, ну, говорит, давай вместе с одной тарелки-то поедим. Кошка с лебедем с одной тарелки. Отлично. Прекрасная идея. Ой. Да. Вот смотрите. Это я их В обход. направляю, чтобы они шли правильно. Естественно, я их не трогаю. Чисто показываю. Направление задаю. По итогам вот этой всей эпопеи с кормушкой. Давай, давай, давай. Не шипи на меня. Ура. Да, ну все, их направил куда надо. Вот по итогам эпопеи с кормушкой произошло некоторое очень интересное событие, которому будет посвящен ролик. Вот этот ролик выйдет в ближайшее время. Голубка, вот лебедиха голубка, ничего умнее не придумала, как решить построить гнездо у нас на пирсе. И она на полном серьезе стала строить гнездо. И я этот процесс заснял. Мы были, конечно, с Ириной в полном шоке, в абсолютном шоке, нам только этого не хватало. А она совсем серьезно, методично занималась 2 дня тем, что строил гнездо. Что у нее там с биологическими часами ее переключилось, то есть это вообще абсолютно противоестественно, но тем не менее это факт. Вот так вот. Посмотрите, будет очень интересное видео, я там сделал в том числе очень оригинальные съемки дроном. Вот. Процесс строительства гнезда на пирсе это что-то. Вот. А скрытая камера, вот смотрите, что показывает. Это птички тоже заинтересовались вот этой кукурузой. Ну, их понять можно. Значит, на канале есть 2 видео, вот, снятые скрытой камерой. Очень рекомендую посмотреть ролики, просто великолепные получились. Ну, как бы это не та ситуация, когда сам не похвалишь, никто не похвалит, потому что хвалят все. Вот. И кадры со скрытой камерой я стал, в общем-то, вставлять в разные ролики. Вот это все скрытая камера, то есть она просто стояла на пирсе и смотрела, что тут происходит. Ну, то есть лебеди абсолютно согласились, сказали: хорошо, мы одобряем. То есть они полностью сказали: да, это адекватная замена горошка. Мы горошки тоже продолжим покупать, но просто вот теми вот банками, 350 грамм банка этих горошков, при наличии 8 крупных едоков, ну это не прокормишь их. Вот, то есть если нам придется вот зимой в суровых условиях действительно им давать более полноценное питание, но
мы на этих горошках бы никак не выехали. Поэтому вот это решение с мешками, с таким полноценным питанием, оно, конечно, я надеюсь, оно поможет. Сейчас, в последнее время, в последние дни, все, вот я просто насыпаю 2 раза в день, там, вот, по, сказать, полный вот этот поддон. Птенцы вовсю уже не только со дна собирают, они уже с кормушки вовсю едят. То есть они полностью освоили технологию, и как бы все получилось, чему я несказанно рад. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!